Игры серии Battlefield для меня значит ровным счетом, ну, что-то там прикольный такой полусимулятор, полуаркада. Это начиная с Battlefield 2. Я играл и закончил как раз-таки на первом Battlefield, то есть Battlefield 1. В пятый я чуть-чуть поиграл и понял, что от первого он не отличается совсем вообще. То есть, мало того, что сеттинг практически похож. Ну, типа, да, понятно, там в первом, типа, Первая мировая война, в пятом должна быть вторая, но выглядит так же, как и первая. То есть, играется вообще не... Блядь, все то же самое, абсолютно. Все то же самое, что я видел в третьей батле, в четвертой батле, в Bad Company 2. Все одинаковое. И я тут, так скажем, вернулся недавно к истокам. Как раз таки на зимней распродаже в Стиме я себе приобрел третий Battlefield и четвертый. И понял только одно. Третий Battlefield до сих пор самый лучший. В свое время я даже помню тот самый, так скажем, злополучный день, когда я узнал о том, что уже вышел Battlefield 3. Я в то время играл либо во второй, либо переключался на 2142. Потому что это были мои две любимые части Battlefield. И я играл тогда с ботами, потому что игра была пиратка, это не лицензия, то есть доступа к серверам нету, то есть я туда заходил, а там пусто. Начинал новую игру, а там боты. Ну, то есть я думал, что это мультиплеер. На полном серьезе. Я сидел, играл с ботами, думал, что это реальные люди. Я думал, блин, ну как можно так стоять, типа, и тупить, да? Я там всех убивал, у меня там счет был там 30-12. Я такой думаю, ох, какие легкие, оказываются, мультиплеерные игры. Да, я так думал до Battlefield 3. Ведь в 2012 году я смог поиграть. Ну, причем поиграть на лицензии, все дела. То есть, значит, у моего друга был диск лицензионный третьей батлы. Там, значит, сразу устанавливался Origin, прям с диска, это я помню. Он обновлялся по интернету, и скачивалась сама игра. Нужно только было завести аккаунт и купить там игру. Да. Но я все установил, но аккаунт я тогда купил другой. Да, тогда еще можно было покупать аккаунты. Сейчас я не знаю, такое вообще практикуется, нет, но тогда я купил обычный за 20 рублей аккаунт с третьей батлой, поменял там все под себя и, короче говоря, играл с 2012 года по 2014 на этом аккаунте. То есть он был полностью нулевый, была просто игра. И играл с огромнейшим удовольствием. То есть, да, по чуть-чуть, не по полной сессии, там, по часу, по несколько часов. Нет, там минут по 20, по 30, вот так вот. И докачался до 40-го ранга. Это я точно помню. А потом аккаунт у меня угнали. Да, вот так вот произошло. Но это не беда, потому что я в этом году снова в нее вернулся и скачал, так скажем, уже на свой основной аккаунт Origin. Но теперь он, конечно, EA Play. А теперь главный вопрос всей нашей программы. Нахуй, извините, зачем это все нужно? Сейчас я хочу рассказать свои впечатления тогда от игры и сравнить свои впечатления, так скажем, сегодняшние, потому что они все же разнятся. Тогда, впервые, в 2012 году, когда я играл, я просто был ошеломлен тем, что графика, она очень красивая. То есть этот Frostbite движок, он прям делает что-то невероятное с картинкой. Он дает такую насыщенность, такие цвета просто типа
просто голова взрывается. Это невероятное количество всяких частиц, всяких бликов в основном, да. Вот, и прочих эффектов, которые просто, типа, на первых порах просто, типа, офигеть, это игра! Это вообще что? Это ж фильм! Нет, я такой, типа, все, ну, это, понятное дело, не в онлайне было сначала, я сначала проходил сюжетку. И это просто, типа, было взрыв мозга, я такой, типа, офигеть, очень круто, невероятно, и все в этом духе. А потом она как-то все спала, вся эта эйфория, и стало просто пофигу, типа, оно есть и есть, ладно, пофигу, насрать. Но что поразило еще больше, это оружие, звуки стрельбы, то есть выстрелы, взрывы, черт подери, а, все просто, это выглядит, это, ну, звучит просто невероятно реалистично, просто типа бах-бах, выстрелы, это выстрелы, громкие, четкие, страшные просто. И когда я зашел впервые на мультиплеерную карту, да я буквально, ну, сел в углу и сидел, то есть, блин, я был в шоке, типа, что происходит? Ведь я тогда играл в мультиплеер на пиратке, но мультиплеер в МВ2, Call of Duty. Сейчас это, конечно, совершенно другая игра, но тогда это, типа, было, ну, прикольный мультиплеер, где можно реально бегать, стреляться и, в принципе, ну, обычно пострелушка. Но в сравнении с Battlefield 3 это просто, ну, детские сказки, блин. А это прям, ну, настоящая война, я как будто на настоящих боевых действиях. Я прям такой, ну, шок, натуральный шок был тогда для меня. А вот спустя, можно сказать, уже целых 11 лет после выхода этой игры я снова захожу, снова такой, типа, зайду-ка на свою любимую карту. Это у меня было метро и каналы NoShehra, по-моему, так называются. Я сейчас на память, так скажем. И всегда это был либо захват, либо схватка команд. Вот так вот. Захват именно флага, самая, так скажем, прибыльная для меня был самый прибыльный режим за счет того, что можно налутать очень много очков, и ты просто очень быстро прокачиваешься, открываешь себе не только пушки, а обвесы и прочие, так скажем, прочие аксессуары. И, блин, мне было кайфово, что тогда, что сейчас, правда, после Battlefield 4, в котором, кстати, все улучшили, ну, то есть в плане с третьим, да, там намного, что ли, я не знаю, звук почетче, что ли, как-то так скорее. Скорее всего из-за звука, потому что в третьей батле чувствуется, что он немного сжатый, как будто пережат такой, знаете. А в четверке все прям четко, круто, с наушниками, звуком 1.7, вообще, типа, 7.1, 1.7. Вот, это просто звучит невероятно. Особенно если вот ты в наушниках оба уха закрываешь, погружение именно в четверке невероятное просто. Это при том, что карты все те же самые, что в третьей, что в четвертой, они все присутствуют. Ну, то есть, если вы любите играть в карте метро, то, наверное, лучше играть в четвертый Battlefield. Да. Потому что вообще, как бы, разницы нету между этими картами вообще. А вот разница в стрельбе, в звуках, да, оно есть. Но вот разница в стрельбе, сейчас немного я уточню. В третьей батле есть отдача. У оружия у каждого есть отдача. И довольно-таки существенное в сравнении с четвертой батлой. Потому что там такое ощущение, что отдача минимальная, как бы, да, четвертая батла более упрощенная. Но от этого не менее прикольная. Поэтому не могу сказать, что это лучше, а это говно. Нет, они обе части хороши. Мне нравится. Теперь затрону немного о другой проблеме третьей батлы. Это, наверное, самая... Как я там читал один комментарий, точнее обзор в Стиме, что третий Battlefield самый крутой, так скажем, самая крутая браузерная игра. Да. Это проблема невероятнейшая. Мы с другом пытались поиграть в кооп миссии. Да, у нас получилось с горем пополам, но
могу как сказать, раньше вот заходишь в этот Battle Log Sun, я вообще вот невероятнейшее говно, кто это, блядь, придумал, я до сих пор в шоке. Это такой... словами не описать, насколько это все плохо, но просто заходишь через браузер, находишь все, что тебе нужно. И раньше ты просто зашел, включил Origin, все твои друзья отображаются в сети. Можешь приглашать кого угодно, сколько хочешь. А сейчас что? А сейчас у нас я App или я Play, господи, пофигу. И он просто видит через раз, либо вообще не видит никого. То есть друг в сети, а он его не видит. И вопрос, как играть, а как обновлять браузер постоянно. Только это и поможет. Это отвратительно. Ну еще я с Панкбастером натрахался, просто невероятно. Чтобы просто мне поиграть в мультиплеер, ну, в карту, допустим, каком-нибудь метро или прочее. Вот. Ну, просто чаще на них как бы играю. Вот, у меня там просто пинг хороший. В остальных как-то все там скачет, просто жесть. Но это был отвратительный опыт, на самом деле, в том плане, что Панкбастер, он просто меня выбивал из игры. Я играл 2 минуты, он вылетает. Играю еще 2 минуты, он вылетает. И я просто весь интернет перелопатил, чтобы просто найти ответ, как это решить. У меня какая-то, блядь, уникальная была проблема, потому что он просто, типа, там, без ошибки, просто красная, типа, вот такая полоска в батллоге была, и все. Он меня тупо выкидывал. И не говорил, почему. И я был в шоке. Я не нашел ничего в интернете. Я думал, что будет быстрее? Я похудею на 170 килограмм за месяц, или же найду все-таки решение этой проблемы? Ну, как видите, ролик вышел. Наверное, я нашел решение этой проблемы. Да, я нашел. Просто обновить Панкбастер самостоятельно. Вот заходите на сам сайт, и там Панкбастер сетап, скачивайте, выбираете батл 3 и обновляете ей, так скажем, начинку, который отвечает за подключение к серверам. Вот почему-то в 4 Electronic Arts обновили, в 3 нет. Вопрос, почему, как, видимо, они не хотят и не будут на это отвечать. Ну и пес с ними. Пошли нахер, твари, ненавижу, паскуды. Ведь 3 батла, как по мне, ну, на моих, так скажем, воспоминаниях, она самая яркая, она самая такая, ну, яркая в том плане, что эмоций подарила больше. Да, в принципе, так оно и есть. Но сейчас она играется похуже, чем 4, если честно, да. Похуже. В том плане, что, как я уже говорил, звук такой ощущается довольно-таки сжатым. Потом геймплей, ну, точно такой же, абсолютно. Но вот пушки, именно оружие, как они выглядят, перезаряжаются и прочее, оно уже как-то, ну, устарело, что ли. Ну, то есть чувствуется, что, блин, ну реально какое-то старье. Играешь в 4, как-то более-менее свежо даже смотрится, что ли. По сравнению с последней батлой, это 2042, это вообще дикий ужас, блин. Да. Ну, то есть, что я хочу сказать в этом видео. Главный вопрос этого видоса. Устарело ли, то есть, Battlefield 3, устарел ли он? То есть можно ли сказать, что все, прощай батла 3 и переходить на 4, там Battlefield 1, например? Мой ответ скорее будет нет, чем да. Потому что он хоть и, так скажем, подустарел уже, ну, сама игра, я имею в виду, хоть и такая неказистая уже в плане графона, уже не удивляет нифига. Даже 4 более графонистая. Вот. Но сказать, что совсем уже пока-пока, нет, я не могу. Я могу спокойно отказаться от 5 батлы, от 1 батлы. Спокойно. Мне вот это однозарядное оружие вообще не вперлось, нахер оно надо. И спокойно играть в 3 и 4. До сих пор лучшие части на самом деле. Особенно 3. Все-таки там карты более как-то разнообразнее, как по мне. Вот. Ну, оружие больше, специальностей, господи, там столько всего. Ой, ведь 3 батла это последний Battlefield.
в котором имеется, так скажем, ну знаете вот эту фишку, играешь за американцев, у тебя там М16, играешь за русских, у тебя там Калаш 74. То есть вот такая вот штука. В 4-й батле ты можешь что угодно выбирать. Хоть ты русский, хоть ты китаец, европеец, азиат, блин, негр. Да. Так что вот такой вот вердикт. Battlefield можно играть до сих пор и получать от этого удовольствие. Все-таки, если до сих пор люди играют и переполняют сервера в этой игре, я считаю, что все-таки это показатель того, что игра что-то из себя представляет. Ну, а те твари, которые сидят с печенегом и на сошках, я надеюсь, вы просто, ну, Сдохни или умри!